На нашем сайте БССР Бай вы найдете туры для иностранных граждан. Но прежде чем я начну рассказывать о программах для туристов из дальних стран, необходимо сказать, что в Беларуси действует безвиз. Он действует в двух ипостасях. Первое – это если иностранные граждане более чем из 80 стран прилетают в аэропорт Минск-2 и, соответственно, вылетают из этого же аэропорта за пределы Республики Беларусь, не в Россию, им положен 30-дневный безвиз. Если же туристы на автомобильном транспорте пересекают международные погранпереходы между Польшей либо Литвой, в Брестской либо Гродненской области, то там также возможен безвиз, но на 15 дней. Также есть специальное соглашение по безвизовому въезду для граждан Китая. С учетом этого мы разрабатываем наши программы, учитывая, из какой страны туристы будут к нам приезжать. В зависимости от этого и простраивается маршрут. Чтобы у вас сложилось понимание, как мы это делаем, я приведу пример, как мы создали программы для поляков. У нас с гражданами Польши общая история. Это и Великое княжество Литовское, и Речь Посполитая. И в Беларуси достаточно много объектов, которые очень интересны полякам. Начиная с Новогрудка, первой столицы Великого княжества Литовского и родиной Адама Мицкевича. Это, конечно, и Гродно, королевский город, где несколько дворцов, где жили польские короли. Это, конечно, и Брест, и Пинск. Мы создали специальный базовый тур, который у нас называется «Герои Польши». Этот тур начинается из Гродно и заканчивается Брестом. Он специально разработан под безвиз, если туристы приезжают к нам наземным транспортом на своем автобусе, либо на своем автомобиле. Эта программа рассчитана на группу, а по законодательству безвизовый въезд организован по 2 областям именно для групп, но если это группа от 2 человек. То есть даже если это индивидуальные туристы, но они приехали на собственном автомобиле, их там 2, 3, 4 человека, то это уже групповой въезд, и они могут въезжать без визы, значит, они могут воспользоваться нашей программой. Мы проводим день в Гродно, затем мы посещаем родину Чеслава Немана, это известный рок-музыкант в Польше, который родился на территории Республики Беларусь. Далее мы следуем в Новогрудок, затем мы посещаем Мирский-Несвежский замок, далее мы посещаем Ружанский замок, потом у нас следует Пинск, мы обязательно побываем на родине мученика Баболи и далее переезжаем в Брест. Вся программа занимает 6 дней, 5 ночей. Но, как я уже говорила, это программа базовая, поэтому она делится на 3 дня, если туристы хотят побывать только в Гродненской области, и на 3 дня, если туристы хотят побывать только в Брестской области. Также на базе этого тура мы можем создать практически любую программу для ваших туристов. Например, мы также разработали очень интересную программу на уикенд, 2-дневную. Она называется «Кольоровый уикенд», цветные выходные для поляков, когда один день они проводят на агроусадьбе, где тоже проводятся мастер-классы по старинным танцам, ремесленный мастер-класс, мастер-класс по приготовлению белорусских национальных блюд, где они обязательно покатаются на старинном корабле «Дракаре» по реке Муховец. На другой день этой программы они отправляются в Беловежскую пущу, где они смогут познакомиться с белорусской частью пущи. У них очень колоритный обед в агроусадьбе, который находится недалеко от Беловежской пущи, с чаем, наставленным на травах, с белорусскими присмаками. Полякам очень нравится такая программа. В ней нет многочасовых больших экскурсий, в ней нет много информации. Они с удовольствием отдыхают, они с удовольствием пробуют блюда национальной кухни. Они с удовольствием участвуют во всех мероприятиях, в анимациях, в дегустациях и уезжают от нас с огромным багажом новых впечатлений и отличного настроения.
Наши партнеры, понимая ситуацию, которая сложилась в этом году, попросили нас перестроить программы таким образом, чтобы польские туристы могли ночевать как можно больше в отелях, которые находятся на берегу рек, озер, чтобы они могли насладиться белорусской природой, а возможно искупаться, если будет хорошая погода, поджарить шашлыки, выпить пиво, короче, отдохнуть душой. И, естественно, мы такие программы создали. Наши базовые программы, о которых я рассказывала, специально рассчитаны таким образом, что мы как можно меньше ночуем в городах и как можно больше на природе. Эти программы позволят гражданам Польши максимально почувствовать свое единение с природой. И эти туры, возможно, хоть как-то заменят полякам большой отпуск на море, возможно, в который сегодня не все рискнут отправиться. И я уверена, что такие туры с максимальным погружением в белорусскую природу найдут отклик не только у поляков, а и у многих других иностранных граждан, которые захотят посетить нашу страну. Мы готовы подготовить вам любые программы для комбинированных туров, например, Россия и Беларусь. Мы готовы просчитать вам программы для транзитных туристов, которые, возможно, будут пересекать территорию Республики Беларусь и захотят что-то увидеть интересное, необычное в нашей стране. Мы готовы рассчитать программы на 3 страны – Беларусь, Россия, Украина. У нас есть замечательные партнеры в Украине, и они тоже подготовят прекрасную программу с посещением Киева, Киевско-Печорской лавры и других достопримечательностей. Мы готовы создать сегодня любой продукт под ваш запрос для иностранных граждан с использованием любого иностранного языка, так как мы имеем сертифицированных гидов с любым европейским, азиатским либо арабским языком. Уверяю вас, ваши туристы будут довольны. Это последний ролик о наших программах в нашем цикле «Спящая красавица» или «Беларусь Unknown». Буду рада, если вам понравились наши ролики. Буду рада, если вы напишите комментарий. А еще больше будем рады мы и наши сотрудники, если вы станете с нами сотрудничать, и ваши туристы, благодаря нам, увидят, какая прекрасная страна Беларусь. Успехов вам всем, здоровья и ждем вас всех в гости.